Мир захлестнула волна катаклизмов. Сильное землетрясение на Филиппинах, мощный тайфун Халонг в Японии, сильные ливневые паводки в Анапе и наводнения в Испании. Это лишь малая часть экстремальных событий за последние сутки. Подробности прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Сегодня утром мощное землетрясение магнитудой 7,4 потрясло юго-восточное побережье Филиппин, вызвав панику в портовом городе Давао и окрестностях. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 144 километрах к востоку от Давао, в акватории Филиппинского моря на глубине всего 10 километров. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии оценил магнитуду в 7,6. Власти объявили угрозу цунами, предупредив, что волны высотой от 1 до 3 метров могут обрушиться на побережье в радиусе 300 километров от эпицентра, включая провинции Давао-Ориентал, Самар, Лейте и Суригао. За первые часы зафиксировано не менее 11 авторшоков магнитудой выше 2, включая два мощных 5,9 и 5,6 в 23 километрах от эпицентра. В Давао толчки вызвали хаос. Люди выбегали из зданий, образовались пробки на дорогах эвакуации. Эвакуированы школы, торговые центры и больницы. Власти сообщают о повреждениях некоторых строений. Oh! Grabe linog! Hey! Grabe kusuga! Hey! Linog guys! Linog! Lord! Hawak yun, hawak. Hawak yun ha! Hawak, hawak. Hawak ha! May kusog kayong linog. Мощный тайфун Халонг, классифицированный как очень сильный шторм третьей категории, нанес удар по удаленным островам Идзу. Эпицентр стихии пришелся на вулканический остров Хатиджусима с населением около 7 тысяч человек. Глаз тайфуна прошел в 20-30 километрах к востоку от Хатиджусимы. В это время порывы ветра достигали 197 км в час. На остров обрушились волны до 10 метров, ливень и град. К вечеру тайфун ослабел, сместившись на восток в Тихий океан, но его остатки сохраняют силу. Хатиджусима, известный как остров зелени с уникальной флорой, превратился в зону бедствия. За 12 часов выпало 349 миллиметров осадков. Ветер сорвал крыши, повалил деревья и линии электропередач. Около 80% домов пострадали. Несколько зданий полностью разрушены. В результате обвала дома один житель погиб, еще десятки пострадали. Япония ввела наивысший уровень предупреждения, эвакуировав сотни жителей. На соседних островах Мияки и Кодзу осадки достигали 180-300 мм, в результате возникли подтопления и перебои с электричеством. Остатки тайфуна теперь угрожают и западному побережью США. Под угрозой находятся Аляска и Калифорния. Национальная метеорологическая служба Фэрбанкса уже выпустила предупреждение о наводнениях в Западной Аляске в ближайшее время.
Мощный залповый ливень обрушился вчера на курортный город Анапу, сопровождаемый сильным ветром и грозой, вызвал серьезные подтопления в центральной части города, повредил инфраструктуру и нанес ущерб популярным пляжам. Система ливневой канализации не выдержала напора воды. В результате вода хлынула из люков фонтанами, превратив улицы в реки. Больше всего пострадал центр Анапы. Затопило ключевые улицы, уровень воды достигал 30-50 сантиметров. Перед зданием городской администрации образовалось настоящее озеро. В нескольких местах возникли провалы на дороге, в которые угодили машины. Подтопило также прилегающие районы. В пробках застряли десятки автомобилей, возникли перебои в движении общественного транспорта. К счастью, серьезных аварий или пострадавших среди людей не зафиксировано, но движение на некоторых участках было ограничено до вечера. В микрорайоне Якорная щель спасатели МЧС эвакуировали несколько семей из подтопленных домов. Непогода не пощадила и прибрежную инфраструктуру. На пляжах смыла часть береговой линии, волны и ливневые стоки размыли песок, унесли шезлонги и элементы благоустройства. Городские власти направили коммунальные службы на откачку воды и расчистку ливневок. По данным мэрии Анапы, до 11 октября в городе действует экстренное погодное предупреждение. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Спустя год после трагедии, унесшей более 220 жизней в Валенсии, восток Испании снова оказался под ударом стихии. Шторм Эллис принес проливные дожди и сильные ливни в Аликанте и окрестности, вызвав локальные наводнения, перебои в движении транспорта и массовые отмены мероприятий. По данным Государственного агентства метеослужбы Испании, система начала влиять на регион с 8 октября, с первыми ливнями во внутренних районах Валенсии и Аликанте. К утру 9 октября осадки усилились, достигнув интенсивности 91 мм в час в Рильо и 72 мм в час в Орхете. Это практически месячная норма осадков каждый час. Ливни превратили центр Аликанте в реки, затопило также окрестности. Вода хлещет из люков, потоки воды уносят мусорные контейнеры. Уже сейчас фиксируются локальные подтопления гаражей и подвалов, десятки машин застряли в воде. В Ориуэло и Торревьехе проведена эвакуация жителей из прибрежных зон, развернуты временные убежища для бездомных и пострадавших. Наводнения уже вызвали перебои в движении транспорта, пробки на трассах достигают 10 километров. На фоне непогоды аэропорт Аликанте-Эльче отменил более 20 рейсов. Метеорологическая служба сообщила, что общее количество осадков может превысить 140 мм за 12 часов, особенно в Валенсии. Ожидается, что пострадают и другие прибрежные регионы Средиземноморья, включая соседнюю провинцию Мурсия и Балеарские острова. Очень сильные и продолжительные дожди ожидаются до понедельника. Средиземноморский циклон Барбара, сформировавшийся над теплыми водами Средиземного моря, нанес сокрушительный удар по Румынии. За несколько дней интенсивных осадков и штормового ветра пострадали 16 уездов, включая столицу Бухарест, а также Констанца, Джурджу, Яломица, Калараш и Ильфов. Пик интенсивности пришелся на 7-8 октября. В юго-восточных районах осадки достигали 140 мм, а порывы ветра доходили до 80-90 км в час. Наибольший ущерб нанесен уезду Констанца, где за несколько часов выпало до 160 мм осадков. Потоки воды превратили улицы в реки, затоплены десятки домов, дворов и подвалов, смыты автомобили. В результате пострадали 86 населенных пунктов по всей стране, эвакуировано в общей сложности более 200 человек. В Бухаресте, где осадки составили около 53 мм за двое суток, повреждено 18 автомобилей, повалено 25 деревьев. Вода проникла также на 2 станции метро,
вызвав временное закрытие линий. Действует красный код метеоопасности. Закрыты школы, детсады и университеты в Бухаресте, Илфове, Констанце, Джурджу, Калараш и Яломице. Ограничено движение на ряде дорог из-за затоплений, падения деревьев и камней. Около 13 тысяч потребителей в 17 населенных пунктах остались без электричества. Сейчас циклон начал ослабевать, выйдя в сторону Молдовы и Украины, но его хвост все еще приносит дожди в восточные регионы. В Новосибирске в ночь на 9 октября начался снегопад. К утру он усилился. В итоге улицы и дороги занесло снегом. Город встал в 10-бальных пробках, автомобильное движение оказалось практически парализовано. В Новосибирске высота снежного покрова выросла до 11 сантиметров, в Каргате – 13 сантиметров, в Крещенке – 17 сантиметров. Такие показатели на месяц опережают климатический календарь. Температура воздуха опустилась на 5 градусов ниже обычной для этого времени, войдя в сектор метеорологической зимы. По данным Центра организации дорожного движения, зафиксировано около 20-25 ДТП за утро, включая массовое столкновение 5 машин на улице Ольги Жилиной из-за гололеда. Мэрия ввела режим повышенной готовности. Дорожные службы Новосибирска всю ночь работали над расчисткой улиц в усиленном режиме и продолжили днем. Целые сутки в гигантской пробке стояли миллионы китайцев, пытаясь вернуться домой после праздничной золотой недели. Движение на трассе Пекин-Гонконг-Макао стало намертво на 50 полосах. Этот транспортный паралич был вызван праздничной золотой неделей национальных каникул с 1 по 8 октября, приуроченных к годовщине основания Китайской Народной Республики. Золотая неделя – это не просто выходные, а массовая миграция населения. В 2025 году, по данным Национальной администрации по туризму Китая, число внутренних поездок выросло на 6-8% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 2,2 миллиарда. В эти дни жители мегаполисов устремляются в родные деревни, курорты или исторические места. В Гуанси-Джуанском автономном округе Китая у южных границ страны произошла очередная природная катастрофа. Оползень накрыл въезд в туннель на скоростной автомагистрали Нанин-Юйгуан. Инцидент произошел из-за накопленного эффекта двух последовательных тайфунов и проливных дождей, которые насытили почву влагой. Всего на дорогу обрушилось около 50-70 тысяч кубометров грунта, в результате чего возникли пробки длиной 20-30 километров. Водители провели ночь в машинах, питаясь сухпайками от спасателей. К счастью, инцидент произошел в дневное время, в момент отсутствия интенсивного трафика на данном участке. Это спасло жизни. В Холмске Сахалинской области завершена утилизация китайского судна «Синьюан», которое село на мель у городской набережной в декабре 2021 года. На этой неделе подрядчик завершил разделку последнего фрагмента корпуса. Как сообщили в пресс-службе правительства островного региона, на судовладельца подан иск о возмещении затрат на демонтаж сухогруза. Китайское судно село на мель у берегов Холмска почти 4 года назад, и собственник за все это время не принял никаких мер, чтобы оперативно убрать его. Работы по демонтажу проводились в 3 этапа: демонтаж надстройки, разбор корпуса выше ватерлинии и извлечение подводной части. Из акватории вывезено более 1000 тонн металлолома. Средства от переработки перечислены в областной бюджет. В северной части Сальвадора, департаменте Санта-Ана, оползень полностью перекрыл ключевую дорогу между муниципалитетом Сетала и городом Метапан. Проезд оказался заблокирован в обоих направлениях на 200-метровом участке, в результате чего возникли пробки до 5 километров. Инцидент произошел на фоне интенсивных осадков, спровоцированных тропической депрессией, сформировавшейся у Тихоокеанского побережья. Обошлось без жертв. Из близлежащих домов, где риск дальнейших обвалов был высоким, спасатели дополнительно эвакуировали 20 семей. Агентство гражданской защиты сохраняет максимальный оранжевый уровень предупреждения для прибрежной зоны и желтый для остальной территории, в том числе в северных департаментах,
из-за продолжающихся осадков. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.